Доброго времени суток, интернет-зритель. Или же очередные мамкины диванные эксперты. С вами снова VR109. Сегодня на повестке дня у нас будет GTX 1060 и AMD RX 480. Ну что же, начнем? Итак, сегодня у нас две карточки, которые являются равной по мощности. Начнем с гостя. Microstar International GeForce GTX 1060. За бортом имеется 16-нанометровый графический чип на архитектуре Pascal с частотой 1544 МГц и с турбобустом 1759 МГц. Также 6 ГБ видеопамяти GDDR5 от Samsung с частотой 8008 МГц и, конечно же, 192-битная шина. Охлаждается вся эта прелесть с одним вентилятором, с одной метной трубкой и с радиатором. AMD RX 480 ГБ G1 Gaming. За бортом у нас имеется графический чип Polaris 10 с частотой 1290 МГц. 8 ГБ видеопамяти от Samsung с частотой 8000 МГц, также 256-битная шина и, конечно же, два вентилятора с тремя метными трубками с радиатором, и никому не нужна RGB подсветка. Тестовый стенд. Все те же камни Intel Core i5-6400. Материнские платы. MSI B150M, базука. На чипсете B150. Asus B150MA на том же чипсете. Память. Все те же Corsair и Kingston. Обе планки будут работать в двухканальном режиме с частотой 2133 МГц. Настройки графиков в играх будут все выставлены на высоких. Ну что же, поехали. Симулятор стресс-теста i5. Итак, расклад таков. Перед обновлением BIOS на материнской платы Asus B150MA производительности жутко не хватало, но после обновления BIOS все вернулось на свои круги. И второе, чтобы не было вопросов, я немного потерял записи с Доктор Фиалкой, да и снимаю перед обновлением BIOS. Так что ничего страшного. Я пытался сделать, чтобы записи шли синхронно, но где-то бенч раньше грузился в какой-то видеокарте, где-то позже. Поэтому синхронизировать мне все вместе не удалось.
DirectX 12. DirectX 11. Никому не нужен автосимулятор. Я знаю, что АМДшники не заявляли поддержку Project в своих драйверах, потому что тут а-ля монополия NVIDIA. Но все же это отличный показатель в том, что как NVIDIA захватила большую часть рынка. Мне это уже надоело озвучивать. Я понятия не имею, по каким пустошам у нас товарищ доктор Фиалка бегает, но однако его сохранение не слабо таки помогли найти это место.
Итак, пришло время итогов. И я скажу, что адобовские программы реализованы через задницу. Не знаю, кто делал Premiere Pro, но для него в аду есть отдельный котел. Я потратил несколько суток, чтобы смонтировать это видео. Когда был в Вегасе, мне заняло максимум 3 часа. И да, мало кто знает, что я озвучиваю видео во время монтажа. Братан, ты должен как бы итожить видеокарта, а не адобовские софты. А, ну да. Наконец-то АМДшники запилили видеокарту, которая помогла отбить не только убытки, но и вернуться в рынок конкуренции. Теперь, валя Nvidia монополия, мы не увидим в ближайшие 2 года. Возможно. И спасибо доктору Фиалке за предоставленные тесты. И идите нахер своими тестами, вот честное слово, я уже их заколебался пилить. Вот сами пилите их. Видите, как больше. А я просто промолчу.